Отлученные монахи Святой горы. Трагические последствия сослужения православных с католиками на Святой горе Афон. На одной из немногих сохранившихся фотографий запечатлены останки двух афонских иеромонахов, которые сослужили с католиками в Афонском монастыре Великая Лавра при Константинопольском патриархе Иоанне Веке. Фотография была сделана около 1932 года и впервые опубликована в журнале Кирикс Ортодоксон «Глашатай православных», выпуск 132. Посланники императора и константинопольского патриарха Иоанна Века во время посещения Святой горы хотели провести переговоры с монастырями, чтобы вовлечь их в унию с католиками. Сначала они уговаривали их совершить совместное богослужение на языке дипломатии. Однако, столкнувшись с решительным отпором со стороны большинства монастырей, они прибегли к преступным насильственным действиям, подобным которым не совершали даже язычники-пираты. После того, как посланцы патриарха сожгли несогласных монахов в башне Зографского монастыря, они отправились в Водопецкий монастырь. Но и там святогорцы обвинили их в ереси. Тогда они заковали игумена в цепи и бросили в море, а 12 других монахов повесили. Место их казни получило название Фуркавунон, что значит «веселичная гора». Примерно то же самое произошло и в Афонском Иверском монастыре, где пожилых монахов посадили в монастырский корабль и утопили в море, а молодых отвезли в Италию и продали в рабство иудеям. Однако в Великой Лавре патриаршую делегацию встретили торжественно и даже с колокольным звоном. Было совершено совместное богослужение с поминовением Папы Римского, после чего на предателей православия обрушился гнев Божий. Так иеродиакон Великой Лавры, который сослужил с католиками, скоро постижно скончался, а тела остальных 7 сослуживших с папистами иеромонахов, по другим данным 11, были найдены после смерти раздутыми, почерневшими и зловонными, поскольку сослужением с еретиками они отторглись от Святой Православной Церкви. До конца XIX века их останки находились в притворстве на кладбище святых апостолов. Они были выставлены на всеобщее обозрение для назидания и вразумления людей, а также для побуждения их к молитве, чтобы Всеблагой Бог простил и помиловал усопших и чтобы земля приняла их тела. Свидетельство очевидца рассказа иеромонаха Гавриила. Один брат слышал об отлученных из Великой Лавры, которые сослужили с католиками, прибывшими от Иоанна Века, тогдашнего константинопольского патриарха, заключившего унию с Римом. Однако он сомневался, было ли это все на самом деле, и все время расспрашивал, видел ли кто-то их останки своими глазами. Многие из тех, к кому он обращался, отвечали ему, что эти останки видел духовник монастыря. Тогда он пришел ко мне и спросил, знал ли я об этом случае и видел ли я тела отлученных своими собственными глазами. Я подтвердил истинность этого случая и сказал, что видел их сам, потому что я приехал на Святую Гору в 1885 году, когда мне было 20 лет. 2 года спустя там посчастливилось получить 1200 окат пшеницы из Констамонитского монастыря. Мы поплыли по морю на нашей лодке, чтобы перевезти ее в наш монастырь. Мне было тогда 22 года. Это было в сентябре, через 2 дня после праздника Воздвижения. Мы отправились в путь вечером и остановились в гавани Великой Лавры. Утром мы продолжили путь, как и было намечено. Когда мы немного отплыли от Лавры, мой старец, монах Милетий, сказал: «Гавриил, сын мой, я хочу показать тебе кое-что важное. Здесь неподалеку находятся отлученные, те, кто отступили от православной веры, приняли католиков в Лавре и сослужили с делегацией униатского патриарха Константинопольского Иоанна Века. Я видел их останки своими глазами. Я стар и скоро уйду в мир иной. Боюсь, что потом начнут говорить, будто все это ложь и выдумки, поэтому я хочу, чтобы ты увидел это место сам и потом не верил лживым речам. Ведь, как сказано, лучше один раз увидеть.
С этими словами старец привел нас к отвесной скале, один вид которого внушал ужас, и сказал: «Вот это место». Я с любопытством посмотрел на него и спросил: «Вы меня разыгрываете?» Он, улыбнувшись, ответил: «Если бы в этом месте был поставлен крест или иконы, люди думали бы, что идут поклониться святыне. Однако эти останки имеют вид страшный, бесовский. Ты поймешь, что я имею в виду, когда увидишь их сам». Мы подошли к ущелью и с большими усилиями выбрались наружу, а затем, буквально цепляясь ногтями за камни, поднялись на 5-6 метров вверх, где я увидел отверстие. Это был вход в пещеру. Когда мы вошли внутрь, перед нами предстало печальное зрелище. 3 стоящие мертвеца, прислонившиеся к скале. Они были в монашеской одежде и с поясами. Глаза их были открыты. Все 3 имели длинные седые волосы и бороды. Лица их были черны, словно пепел, руки опущены вниз, пальцы немного повернуты внутрь, ногти на руках отросшие, длиной от 2 до 4 сантиметров. Ног не было видно, поскольку на них были надеты носки и обувь. Я даже хотел их потрогать, чтобы убедиться, были ли их тела мягкими, или это была только сухая кожа и кости. Но старец не позволил мне и сказал: «Не прикасайся к гневу Божьему». И я рассмотрел их с великой тщательностью, не прикасаясь руками. Тогда мне совсем не было страшно. Но теперь, когда я вспоминаю об этом, моя душа трепещет, и я не могу спать ни ночью, ни днем, и по 2-3 дня не могу вкушать пищу, в то время как тогда я даже не думал об этом. Я пишу это собственноручно 2 марта 1964 года в святом монастыре Ксенофонт, иеромонах Гавриил, духовник кельи Иверского монастыря в честь Рождества Святого Предтечи и Крестителя Иоанна. Трагические последствия совместных молитв с еретиками. С этими раздутыми телами, которые не принимала земля, однажды произошел следующий случай. Как-то раз несколько подвыпивших погонщиков мулов заключили пари на храбрость. Они решили, что тот, кто осмелился принести одно из этих тел в то место, где они обычно пили вино и кутили, получит вознаграждение. И действительно нашелся смельчак, который с пистолетом в руке перенес одно из этих ужасных тел и выиграл пари. По преданию, один из паломников, увидев эти почерневшие, раздутые трупы с растрепанными волосами, загнутыми ногтями и открытыми ртами, из которых вылезали мыши, испытал такой ужас, что у него случился сердечный приступ, и он умер. Этот инцидент привел к тому, что тела отлученных убрали из притвора кладбища и поместили в пещере на побережье румынского скита. Дверь в пещеру замуровали камнями, чтобы скрыть место их захоронения. Там они находятся по сей день. К сожалению, эти трагические события стали следствием совместных молитв и сослужения православных с католиками на Святой горе Афон.